Вот здесь нас завели в какой-то обычный подъезд обычного дома, и вот здесь вот какой-то совершенно неприметной двери, где нет никаких вывесок, естественно, там находится магазин только для местных. Люди мои, сегодня я покажу вам, как живут в стране, при въезде в которую надо отдирать этикетки с бутылки Кока-Колы. В деревнях здесь до сих пор ездят грузовики на дровах. Каждый купленный компьютер нужно ставить на учет в полицию и раз в месяц ждать участкового на проверку. Местные жители на полном серьезе мечтают побывать в ГДР и Чехословакии, странах, на минуточку которых нет уже почти 30 лет. Про президента в государственных газетах пишут, что он предсказывает погоду, а если вы снимете со стены табличку с государственным лозунгом «Упаси вас Господь», вас могут не просто наказать, а реально посадить в тюрьму. 15 лет трудовых лагерей за неуважение и за подрыв. Побываем около самых закрытых объектов Северной Кореи. Бетонные фигуры, которые подперты, смотрите, вот такими деревянными поленьями, которые, соответственно, в нужный момент вынимаются, и кубы падают и переграждают вот эту всю дорогу. Интервью с теми, кому удалось сбежать не просто из лагеря, а еще и из самой Северной Кореи. Меня забрали в лагерь, когда мне было только 13 лет, а вышло, когда мне было 41. Я покажу вам, как реально живут люди в деревнях, а не в открыточном Пхеньяне, который втирают всем иностранцам. Северокорейские лачуги изнутри. Смотрите, очень редкая возможность увидеть, в общем-то, сельских жителей вообще вблизи. Смотрите, прямо за мной находится женщина, которая руками просто рвет траву. И все это под пристальным 24-часовым контролем и на постоянном палеве, что меня раскроют. Снимает это? Нет. 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 Кажется, снимает. Нет, она не снимает. На первый взгляд кажется, что здесь вообще просто какое-то вообще чудо света. Вот туда посмотрите. Это трущобы, на которые проживают. Не обращайте внимания. Я снова привез вам ништяки, северокорейскую банкноту, местные деньги, северокорейские воны, реально супер эксклюзив. Их обычно нельзя вывозить из страны, так что это реально классная штука. Крутейший плакат, а также фирменную корейскую настойку на змее. Розыгрыш будет проходить у меня в Инстаграме, подписывайтесь на него прямо сейчас. Задание, как выиграть все это, расскажу попозже. Лядов и как люди живут, подписывайтесь прямо сейчас. Видите мужика рядом со мной? Это журналист агентства Associated Press. Женщина в национальном платье, одна сопровождающая. На выходе его ждут еще двое, один из них обязательно сотрудник спецслужб. Тут так принято. Чтобы попасть в Северную Корею журналисту, его должны пригласить лично из правительства. Вы делаете здесь какой-то репортаж? Я надеюсь. Ребята из «Орла и Решки» тоже надеялись, ездили, снимали, а в итоге передача не вышла. Все потому, что специальные люди встречают съемочные группы, сопровождают, подводят к заранее подготовленным, красиво одетым людям, которые по случайному совпадению безумно любят президента, всех до единого его чиновников и считают американцев сволочами, да. А потом другие специальные люди еще и просматривают все снятое и дают разрешение на публикацию, либо не дают. Одному журналисту однажды удалось вывести флешки, которые не успели просмотреть северные корейцы. Его зовут Виталий Манский. Он в итоге сделал целый документальный фильм, куда вошли кадры самого процесса съемок. Так вот там одну только встречу с якобы обычной семьей снимали раз 7, потому что актеры недостаточно радостно смеялись, изображая счастливую семью со столом, который ломится от еды. Ты должна кушать много кимчи. Я ем много. Вот, ешь еще больше кимчи. Синми, да. Ты должна кушать много кимчи. Хорошо. Начали. Синми, да. Ешь суп. Хорошо. Синми, да. Ты должна кушать много кимчи.
Я же ем много кимчи. Я решил есть много кимчи и ехать как обычный турист. Но проблема в том, что если ты журналист по профессии, тебе по закону Северной Кореи туристическую визу тоже никогда не выдадут. Поэтому я устроился в юридическую компанию помощником и 2 месяца работал там. Получил справку, и только после этого мне дали разрешение на въезд. Корейцы очень доверяют бумажкам. Самолет до Китая, оттуда на поезд. Это, кстати, единственная возможность пообщаться с реальными северными корейцами, которых не готовили ко встрече с иностранцами. Начали запускать на поезд. Вот у меня в руках билет, вот так вот он выглядит. Если честно, меня спросить на данный момент, есть ли у меня где-то в глубине души чувство страха, честно вам скажу, есть. Потому что когда я только начал готовиться, мне все очень вообще нравилось. А потом я наткнулся на историю американского студента, который поехал в Пхеньян ровно по такой же туристической путевке, как еду я. Жил в той же самой примерно гостинице, что я, и программа у него была ровно такая же. Он попытался украсть плакат, связанный с символами страны. Это не флаг, не герб, не фотография президента. Красный постер, на котором написано: «Давайте вооружимся патриотизмом Ким Чен Ира». 15 лет трудовых лагерей за неуважение и за подрыв. Это был наихудший поступок в моей жизни, но я ведь просто человек. Случился международный скандал, когда подключился Трамп. Его, конечно, выдали, но в каком-то странном состоянии. В итоге через 5 дней после того, как он прибыл обратно в США, он умер. По данным ООН, в тюрьмах и трудовых лагерях Северной Кореи сидят 200 тысяч заключенных. При населении в 25 лямов человек получается 800 заключенных на 100 тысяч. Это больше, чем в Америке, Китае, России. Короче, больше нет вообще нигде в мире. Говорят, что всю футбольную сборную Северной Кореи, которая проиграла на чемпионате мира в Португалии, сослали в лагеря. Там был двойной косяк, они еще и напились накануне игры. Северокорейцы это отрицают, говорят, что они наоборот стали национальными героями. Через 36 лет о них даже сняли док-фильм. Типа вот они целые и невредимые. Но кто проверит, где они были предыдущие 3 десятка лет? Весь поезд разделен на 2 части. Одна из них китайские поезда, вот красные вагоны, а корейские это вот эти вот бело-зеленые вагоны. Сюда отдельный доступ. Вот видите, сюда дополнительно проверяют людей, стоит гораздо больше охраны, потом взвешивают дополнительно багаж. Вот нас уже сейчас, кстати, прямо перед вагоном уже встречают сотрудники непосредственно Северной Кореи. Обратите внимание, у них на груди значки с портретами лидеров. Меня спросили Тоичи, я не знал, что ответить, потом сказал просто Тоичи, они сказали: ну ладно, проходите. Ну, не знаю, что значит Тоичи. Вагон. Вагон, кстати, классный, смотрите. Тут кондиционер вообще шикарно работает. Скажем так, первое впечатление о стране, конечно, это вагон, на котором едут люди. Раньше в этих вагонах было по 3 полки, но с годами решили, что впечатлять иностранцев важнее, чем зарабатывать на 2 лишних койках с купе. Кстати, если окажется, что северокорейцы скупили все билеты и вдруг появится группа туристов, которые хотят ехать тем же поездом, корейцев без разговора ссадят и отправят в другой день. Бедные корейцы ищут свои места, а их нет, их ссадили, потому что мы едем. Все как у нас, 833 тюка, все потеют, куда-то таскают сумки, корейцы делятся одеждой. При въезде в страну надо будет парадно выглядеть. Распределяют дошики на всех. Происходит какой-то кипиш, явно. Проводник, который по совместительству, конечно, тут еще и полицейский, решает срочно пересадить меня. Они, соответственно, подозвали меня вот таким жестким жестом. Типа показали на пустое купе. Я решил, думаю, включу дурака, я не понимаю. Типа, нет, мне там нравится. Они еще пару раз сказали мне это с улыбкой, и просто в какой-то момент они перестали улыбаться, показали еще раз этим жестом. А я думаю, нахуй спорить. Как только тронулись, корейцы начали доставать жраку. Причем, смотрите, стола им мало, кладут между кроватями чемодан. Корейцы очень любят, чтобы за обедом было куча разных тарелочек. Например, рис и курицу в одну посуду никогда в жизни не положат. Поэтому, конечно, нужно место, чтобы разгуляться. Кстати, зацените лайфхак, как открыть пивчанский без открывашки. Вставляешь палочки под крышку и хреначишь об стол.
Цель — экономить воду, мыть руки и смывать одной и той же водой. Я специально сходил в китайскую часть поезда, заценить, что у них там. Так вот, у них другая крайность. Воду лей сколько хочешь, зато сэкономили на раковинах. Их вообще нет. Вот сейчас я иду по китайской части поезда, порядка 10 вагонов за моей спиной. И, соответственно, приближаюсь к этим самым 2 корейским вагонам. Там находится мое место. Но вот смотрите, здесь на двери надпись «Нет прохода». Дверь закрыта, честно говоря, я даже не знаю, как я сейчас туда попаду. Наверное, китайский проводник увидел, что я хочу зайти туда. Открывает мне дверь. И, соответственно, буду сейчас стучать. Нет, он откроет. Нет, там же дверь. Он говорит, что у него нет ключей от корейской стороны, соответственно, мне нужно просто побарабанить сейчас в дверь. И вот появляется наш корейский товарищ, друг. Уже даже в расстегнутой рубашке, чего не нас пускает сюда, в корейский вагон. Только я прохожу в вагон, догоняет меня через 30 секунд. Он услышал, что я сказал про рубашку, догнал меня, застегнул рубашку и сказал, чтобы он показал, что я в застегнутой рубашке, что он в застегнутой рубашке. Вот. Они реально понимают по-русски. Они делают вид, что не понимают. На самом деле понимают. Ехать сутки, ночь до границы Китая с Северной Кореей и еще целый день по самой КНДР. Ночь в поезде, мы приближаемся к границе. Сейчас будут заходить пограничники, которые будут проверять сумки, телефоны, ноутбуки и так далее. Надо подготовиться. В вагон входит с десяток пограничников, от лейтенантов до полковников. Смотрите, в одном купе корейцев заставляют отдирать этикетку Кока-Колы. Бедолага зубами срывает ее. Дело в том, что это напиток вражеской страны, но нет бумажки, и кто разберет, что это за черная жидкость. Другой пошел к раковине мочить и отклеивать этикетку соуса Табаско, на котором тоже написано «Made in USA». Ненависть к Соединенным Штатам — это один из столпов идеологии Северной Кореи, о котором я еще расскажу. Поэтому тут норма отобрать у корейца iPhone, пусть и китайскую копию, или фотик Canon EOS. Одна цена такого, кстати, 1200 рублей. Canon компания японская, но Японию здесь тоже недолюбливают. 100 лет назад она фактически аннексировала Корею. Снимать на видео, как пограничники насобирали сумок со всех вагонов на целый магазин, конечно, запрещено. Короче, я флешки с камерой и GoPro регулярно прятал в носок или куда-нибудь под стельки. Выяснить, кто я, северокорейцы могли в любой момент, просто зайдя в YouTube и вбив мою фамилию. Тем более, что на границе интернет еще работает. Моя задача была не дать повода этого сделать. А учитывая, что я постоянно снимал, проводники постоянно интересовались, кто я. Мой друг спрашивает, какая у тебя профессия? Юрист. Журналист? Нет, юрист, адвокат. Адвокат? Ладно. Когда офицер взяла у меня телефон и начала просматривать мои фотки и видео, спасло меня только то, что я заранее переместил снятое в папку недавно удаленные. Кстати, до 2013 года в Северную Корею телефоны вообще нельзя было ввозить. На въезде в страну человек забирал аппарат, клал в матерчатый мешочек и уносил на хранение. Взамен выдавал квитанцию на рисовой бумаге. Теперь можно, но будьте готовы, что будут листать ваши фотки, откроют ноут, всю технику нужно декларировать. Отдельной графой нужно указать, есть ли у вас GPS-навигатор, есть ли у вас обычный телефон или спутниковый телефон. Сколько фотоаппаратов везли, столько надо и вывезти. Соответственно, сколько телефонов везли, обязательно столько же нужно и вывезти. И не дай бог, у вас что-нибудь не сойдется в момент въезда и в момент выезда. Смотрите, один из корейцев кладет сверток на чужую полку. Говорит, там наушники, и у иностранца их не отберут. Ага. Я много читал о том, что туристы досматривают без особого пристрастия, так вот это неправда. Меня сейчас досмотрели просто насквозь. Вытряхнули все две сумки, весь чемодан перерыли, открыли каждую коробочку, которая у меня была с собой. Каждый раз, когда я хочу что-то сказать в камеру, соответственно, я должен уходить в какое-то укромное место, чтобы меня никто не смотрел. Вот. Сзади у меня сейчас вот стоит человек, который стоит на шухере. 真的后面穷不早。
Открывают каждый чемодан, каждую сумку, проверяют и сам поезд. Смотрите, пограничник заходит в помещение и подпрыгивает, нет ли двойного дна. Досматривает урну, не подбросили ли туда чего. Убедившись, что пусто, заставляет проводника вынести и очистить ее от окурков. При въезде в страну, где на тебя отовсюду смотрят великие вожди, все должно быть как на параде. Корейцы бреются, умываются. Вот мужик поверх своих триконов надел приличные и в 40-градусную жару будет выходить в 2 штанах. Сразу после границы корейцы открыли китайскую водку и в один момент позвали меня к себе. Типа, русские, пошли выпьем. Накидавшись, впервые в жизни рассказали мне о реальных зарплатах корейцев. В это купе мы еще вернемся. Вот сейчас мы выезжаем из Китая, и вот фактически граница между Китаем и КНДР проходит вот по этой реке. Прямо за моей спиной, смотрите, находится мост. Он не доходит до Кореи, вот она, последняя свая, а дальше начинаются просто сваи, соответственно. На самом деле таких взорванных мостов между Китаем и Кореей на самом деле очень много. Люди, не гугли. Как вы думаете, сколько вообще лет существует такой феномен, как Северная Корея? 40 лет, 70, 200 или 1000 лет? На самом деле Северная Корея существует всего 71 год, а появилась сразу после Второй мировой. До этого единая тогда Корея была колонией соседней Японии. В 1945-м Япония капитулирует, ее, как и фашистскую Германию, лишают всех колоний. Пока Советский Союз и Соединенные Штаты пытаются договориться, что делать с Кореей, там люди стихийно создают свои органы власти. В итоге Москва и Вашингтон делят страну фактически на 2, которые совсем скоро возненавидят друг друга. Границу проводят по знаменитой 38-й параллели. Американцы во главе новой капиталистической страны на юге Республики Корея ставят жесткого антикоммуниста Ли Сен Мана, строят капитализм. СССР, которому, конечно, выгодно иметь север Корейского полуострова, это отодвигает границы, берет на себя полное опекунство над новой страной, которая называет себя КНДР. Тут, как и в Союзе, строит социализм. Москва ставит здесь во главе 33-летнего Ким Ир Сена, который тогда в Красной армии был всего лишь командиром батальона. И Ли Сен Ман, и Ким Ир Сен желали объединить Корею под своим началом. Постоянные стычки на границе перерастают в полноценную Корейскую войну. Вскоре в войну включаются Соединенные Штаты, вместе с союзниками они отправляют войска на юг, а СССР с Китаем помогают северу. Итог — 3 года боевых действий, перемирия и появление зоны, разделяющей полуостров на 2 примерно равные части. ДМЗ — демилитаризованная зона. Бетонные фигуры, которые подперты, смотрите, вот такими деревянными поленьями, которые, соответственно, в нужный момент, если с южной стороны, соответственно, пойдет какая-то техника или танки, эти поленья вынимаются, и кубы падают, и переграждают вот эту всю дорогу, которая ведет, соответственно, в сторону КНДР. Огромное количество вот этих кубов здесь установлено. Вот так они выглядят. Уровень ненависти Северной и Южной Кореи такой, что северокорейская пропаганда рассказывает своим, что дети в капиталистической Южной Корее, где все за деньги, сдают кровь из жил, чтобы заплатить за учебу и поступить в университет. А после уроков идут чистить американским солдатам башмаки, тоже за деньги. На дорогах, ведущих вглубь страны, повсюду установлены огромные блоки. Если враг пройдет, их подорвут и они заблокируют проезд. Такие установлены и на основной трассе, и на проселочных дорогах. Город, находящийся на границе, является закрытым, как наши ЗАТО. Обычные корейцы, не живущие в городе, должны получать сюда пропуск за 2 недели. И то им разрешат, если будет причина. Вот так выглядит этот пропуск. Его показывают на всех 4 постах по пути к границе. Кстати, вот за одни только эти кадры блокпоста я мог попасть под статью о шпионаже. Это граница северной и южной, то есть части Кореи. Там очень много американских солдат почему-то приехали, американских, и еще солдат, как здесь говорят, кукольной южнокорейской армии. Ни одна из Корей не считает себя ни северной, ни южной. Так эти страны называют только иностранцы. Северные считают, что за демилитаризованной зоной находится тоже их страна, но там временно господствуют американские империалисты.
КНДР на протяжении десятилетий изолируется от внешнего мира, пытаясь убедить всех, что победила в той войне она. Своих граждан убеждают, тупо не выпуская их за границу. Ездят только одобренные партией, поэтому здесь норм установить вдоль берега забор с колючей проволокой и подведенным напряжением, чтобы не было соблазна уплыть из страны. В победе убеждают и внешний мир. При въезде открыточная Северная Корея заканчивается довольно быстро. Вот по пути из Китая набережная, дальше карусели, неработающее чертово колесо. С противоположного китайского берега кажется, что красиво, но на самом деле оно давно проржавело, не работает, да и кататься там некому. Это милитаризованная зона. Дальше начинается правда. Козы пасутся прямо между зданиями пограничников. Люди ловят ужин даже не в пруду, это какая-то просто огромная тухлая лужа. Дети купаются в речке вонючки. А вот вообще дитя играет в песке, который явно остался после строителей, которые проводили какие-то дорожные работы. Землю пашут плугом, траву рвут исключительно руками, причем по всей стране. Все потому, что в Северной Корее почти нет бензина, а больше половины населения Северной Кореи живут без электричества. 56% по данным Всемирного банка. Вот так КНДР, на гербе которой нарисована электростанция, выглядит ночью со спутника. С 11 вечера до 5 утра электричество отключают даже в столице, поэтому во всех жилых домах гроздями с окон свисают солнечные батареи. Их даже не тащат на крыши, вставляют на балконы, просто на улице возле дома. Вот от солнечной панели даже вагон запитали. Просто повесили на ручки и 2 проводка идут внутрь. Реакция местных на наш суперсовременный поезд вот такая. Ребята смотрят с открытым ртом, потому что настоящий, непоказушный северокорейский поезд, где никогда не бывала нога иностранца, выглядит вот так. В вагонах, которые, кажется, стоят тут просто потому, что их даже на металлолом сдавать поздно, все еще ездят люди. Вместо нашего царь-кондиционера там смятые бутылки, которые подпирают форточку. Сидят друг на друге. Коек, рассчитанных на 3 человека, не хватает. Архитектура не просто какого-то определенного города, а вообще всех населенных пунктов, которые находятся на протяжении от китайской границы до Пхеньяна, примерно одинаковая. Она предполагает, что вдоль самих железнодорожных путей, как правило, либо высажены деревья. Потом кирпичные, красиво покрашенные дома, и только за ними бесконечные трущобы. Если многоэтажку не успели построить, халупы закрывают непроглядным забором. Но там, где он развалился или еще не успели достроить, трущобы можно разглядеть. Смотрите, под одной крышей живут несколько семей. У каждой свой вход и дымоходная труба. Вот, например, дом один, а покрытия крыши разные. Одна семья шифер нашла, другая черепицу, третья не стала париться и оставила только железные листы. Вот чуваки вообще навалили деревянных досок на крышу и норм. Вот так эти трущобы выглядят изнутри. Во дворе обязательно охапка дров, никакого центрального отопления здесь, естественно, нет. Внутри голые каменные стены. У этой женщины даже часы на полу стоят. Некому дырку просверлить, чтобы повесить. Посуда и многие вещи тоже на полу. В селах, как правило, нет асфальта, нет водопровода. Местные стирают прямо в речке. Моются тут же. Вот солдаты после рабочего дня окунаются в реку и сушат вещи. В таких районах можно увидеть машину, ездящую на дровах. Эту фотографию в 2014 году сделал фотограф агентства AP. Трущобы есть даже в городах. Хотел бы я сказать, что их становится меньше, но сравните вот эту фотографию. Артемий Лебедев сделал ее в 2006 году. А вот как это же место выглядит с той же точки сегодня. Я не разглядел ни одной снесенной халупы. Единственная разница — забор с окнами, имитирующий здание, из белого перекрасили в зеленый. На вопрос «а что это?», гид показала мне в другую сторону и сказала: смотрите, а вот там растет красивый лотос. Причем, заметьте, живут даже в наполовину снесенных зданиях. Вот несколько подъездов давно нет, а люди все еще живут. Во дворах корейцы по пути с работы любят сесть на асфальт прямо в офисных брюках на пакетик и гонять в карты. Женщины тоже, но отдельно, причем даже не рядом, у них свое место. Примерно в 200 метрах от мужиков. Главное — разуться. Корейцы вообще любят странно отдыхать. Вот 2 тетки поставили кирпичи и сели под окном. Вот мужик решил справить нужду посреди города напротив главного военного музея КНДР, между прочим, прямо в реку. Вот ребята вообще сели прямо на асфальт и ведут беседу. Вот девушка села на карты на газон позвонить. Все это случайные кадры. Район, где может нормально прогуляться иностранец, заранее предопределен. Это самая парадная улица, короче, вообще всего Пхеньяна.
Она застроена полностью новостройками. А вот там находится самое красивое здание вообще, которое я только видел в Пхеньяне. В нашей стране государство предоставляет все эти квартиры работникам университетов, профессорам. Да-да-да, эту версию о чуде социализма, раздающем бесплатные квартиры, втирают всем от туристов до высокопоставленных иностранных гостей. Вот это же улица с воздуха, тут около 50 многоэтажек. Учитывая, что в среднем в девятиэтажке 150 квартир, а здесь здание гораздо выше, грубо здесь около 25 тысяч квартир. Откуда в Пхеньяне столько профессоров, сказать трудно. Вообще, смотрите внимательно. Большинство из этих квартир тупо не заселены. На окнах ни тюли, ни цветов. Абсолютно пустые балконы. Вот для сравнения, как выглядят окна квартир, где реально живут корейцы. Новостройки, в первую очередь, это, конечно же, открытка, куда привозят всех иностранцев. Это единственная улица, по которой хоть и в сопровождении, но разрешают прогуляться около 10 минут. Производить впечатление для северокорейцев очень важно. Смотрите, на перекрестке стоит статуя с вождями на фоне красивого, яркого дома, символизирующего благополучие живущих там корейцев. А теперь приглядитесь, слева в панели даже окна не вставляли, там никто не живет. Это просто коробка для красивого фона. Вот, например, вокзал, весь красивый и прекрасный. А кто знает, что крыша у него ржавеет и гниет. В место, откуда я сделал этот снимок, пускают только избранных. Фонтаны работают красивые. Кто посчитает, во сколько обходится их работа? Чтобы организовать каждую струю, выставляют специальный насос, который работает на электричестве, которого и так не хватает, что даже в самых дорогих гостиницах свет периодически отключается. Вот лифты встали, например. Обычные школы, где детей с начальных классов заставляют перед уроками убирать территорию, иностранцам не показывают. Эту я разглядел случайно с 20-го этажа по пути в ресторан. Вот девочка моет из ведра каменный забор. Пацанята должны типа подметать, но двор чистый, поэтому полчаса шкрябают вениками по асфальту, и по факту реально вертели они эту уборку. За опозданиями и учеников, и учителей, которые со всех ног торопятся, следит специальная женщина, стул для которой выносят на улицу. Вот в какую школу привели меня. Здание похожее на Кремлевский дворец съездов. Внутри типа гимназия. Образцово-показательные дети образцово-показательно выступают на сцене. Я сначала думаю, чё как девочки странно играют на аккордеонах, укрупняю. Так они, оказывается, клавиши не нажимают, касаются для вида. Это фонограмма. Ну правильно, если они нажмут клавишу, пойдет звук. Меха-то они для вида раскрывают. Сама фонограмма идет из колонки марка JBL. Еще одна вражеская компания. В соседних кабинетах занимаются дети на образцово-показательных ноутбуках, к некоторым из которых даже для вида не стали подключать ни мышки, ни провода питания. На всех установлены образцово-показательные Windows 95. Но на самом деле в Северной Корее разработана своя операционка на базе Linux. Визуально похожа на маковскую операционку, но кнопки закрыть, расширить в углу не круглые, а квадратные. Вместо яблочка красная звезда. Эта система также и называется. И смысл в том, что она в неожиданные моменты делает скриншоты вашего экрана и сохраняет их в определенную директорию, у которого обычного пользователя нет доступа. Абсолютно все компьютеры в Северной Корее можно, когда даже у человека появляется возможность купить его, соответственно, нужно регистрировать в полиции. Нужно прийти в местный участок, поставить на учет компьютер. И, соответственно, после этого периодически, где-то раз в 2 месяца, к вам будет, соответственно, к местному приходит человек, который проверяет компьютер. Более того, эта операционная система, она не открывает файлы, которые были сделаны не на вашем компьютере, если на них нет специального встроенного чипа. То есть, если там целенаправленно в компании вам выдали какую-то там флешку со специальным встроенным чипом, то вы его откроете. Если вы просто какой-то текстовый файл влево, соответственно, вы откроете флешкой, вы не сможете его открыть. Интернета в Северной Корее на самом деле нет. Есть он у иностранцев в отелях, ну и, конечно, у людей, приближенных к власти. Даже для того, чтобы туристу отправить письмо по имейлу, нужно заполнять бумажки, указывать личные данные, адрес, название компании, которую вы отправляете. Потом подойдет женщина, запустит модем, который звучит как старые добрые. На компьютерах, установленных в библиотеках, здесь есть интранет. 28 внутренних сайтов, меньше, чем в GTA 5. Здесь можно читать о государственной идеологии, есть кулинарный сайт, ну и так далее. В него можно зайти даже с телефона. У корейцев, кстати, есть свой смартфон, который выглядит вот так. Есть разблокировка по отпечатку пальца, они этим очень гордятся. Внизу 4 основные приложения. Телефонная книжка, адреса, тут нет навигаторов, поэтому приложение тупо хранит названия улиц и номера домов. Дальше сообщения типа смс-ок. 4, значок, похожий на Internet Explorer, на самом деле это приложение, в которое приходят сообщения от официальных госорганов. Через это мы можем читать газет. Газеты мы читаем. Из игр на нем есть шахматы.
Заряжают корейцы его раз в 2-3 дня, чем, конечно, очень гордятся. Впрочем, оно и понятно, интернета же нет. Такие телефоны я видел только у сотрудников госорганов. Стоит такой, по словам нашего гида, $300. Журналисты, которые смогли получить смартфон для теста, писали, что зачекали серийник и выяснили, что сам аппарат был произведен в Китае, а в КНДР устанавливали уже софт. Не знаю, прослушивают ли их корейцы, но за разговорами иностранцев следят точно. В каждом номере, в какой отель не приедь, установлена вот такая бодяга, типа радио. Все, что я здесь вижу, меня очень впечатляет, потому что я не ожидал, что в таких необычных условиях нация может настолько сильно развиться и... Для радио нужен один маленький провод, а тут пучок телефонных проводов лохматых годов. Когда я показал эти кадры знакомым спецам, они сказали, что и для современных технологий прослушки проводов много, предположив, что внутри тумбочки может стоять коммутатор. Утверждать на 100% я не могу. Сегодняшние технологии позволяют установить устройство прослушки на обычный телевизионный провод или вообще на стекло и по вибрациям от разговора расшифровать слова. Вряд ли северокорейцы действительно пишут все разговоры всех туристов, но возможность включить в нужной комнате прослушку однозначно есть. Любопытно, что обычное радио послушать на этом прекрасном устройстве невозможно ни в одном из отелей. За иностранцами контроль такой, что даже по отелю нельзя ходить совсем где хочешь. Перемещаться можно только по своему этажу и по первому. На лестницу выходить нельзя. Смотрите, там даже стоит специальная такая перегородка. Маршрут иностранца распланирован задолго до его визита, согласован, подтвержден во всех госорганах и соблюдается по минутам под чутким наблюдением в течение 24 часов. Сопровождать меня будет 3 человека. 3. Ну, по словам сопровождать подразумевает, что они будут со мной постоянно. Я не смогу даже условно элементарно со своего номера дойти до завтрака сам. Они меня встречают и ведут. Вот находятся эти люди, вот здесь вот. Кстати, северокорейский телефон, который я вам показывал, одного из наших гидов. Зацените звонки. 6 пропущенных от контакта, который записан как политрук. Так или иначе, почти все съемки, ну, большая часть съемок будет происходить как-то на скорости примерно 100 км в час. Взял камеру, которая может записывать на такой скорости slow-mo для того, чтобы разглядеть крупные детали. Купил даже флешку. Я, конечно, обо всем об этом узнал буквально за пару дней до вылета и воспользовался. Короче, мне очень повезло, потому что я заказал флешку эту на Е-каталоге, и мне ее доставили просто на следующий день сразу. Это очень удобная штука, потому что они мониторят практически все интернет-магазины, то есть если вам нужно срочно, значит вам нужно срочно. При этом там можно выбрать и абсолютно любой товар по той категории, который нужен, и там доставить его ровно в тот населенный пункт, который вам нужен. Вообще огромное количество деталей. Я с удовольствием бы вам сейчас показал, как это выглядит, но интернета здесь нет в принципе, поэтому пока показываю вам скрины. На Е-каталоге можно подобрать товар абсолютно по любым необходимым параметрам. Ну, например, нужен вам телефон, чтобы на нем было много места, он был последнего года выпуска и не дороже 30 тысяч рублей. Выставляете параметры, Е-каталог подбирает вам телефон и даже находит ближайший для вас магазин. Купить здесь можно все, начиная от гаджетов, и тут самые низкие цены и на айфоны, и на самсунги, заканчивая товарами для дома, ремонта, и даже корм для собаки можно заказать. Лично от меня просьба, пройдите по ссылке в описании и зацените этот сервис. Удивительное дело, от ресторана до отеля дойти, ну, примерно шагов 20. И все равно вышла вот женщина, видите, за моей спиной, соответственно, которая вот сейчас будет стоять и смотреть, как я буду идти. Вот она прям стоит и смотрит, куда я иду, что я делаю, чтобы, не дай бог, я куда-нибудь не свернул. Свободного времени, когда вам бы захотелось самому прогуляться по городу, в принципе нет. Впрочем, это самый главный запрет, при нарушении которого может грозить выговор и депортация. Выход на улицу без гида. Сопровождающие, которые на время тура живут с вами в одном отеле, просто в других номерах, каждый вечер заполняют отчеты. Вот женщина строчит, рассказывая о поведении группы. Они вроде бы простые экскурсоводы, но ни с того ни с сего. Наш, например, мог повернуться и сказать мне: отдай телефон посмотреть. Я сначала опешил и дал неразблокированный, он не понял, как его открыть, а потом такой через несколько минут: отдай фотки посмотреть. Начал листать все, что у меня есть, вплоть до семейных фоток. Благо, о существовании папки недавно удаленной в Северной Корее пока не знаю. Пока у меня есть несколько секунд на улице, обратите внимание, на всех машинах, которые вы видите, синие номера. В принципе, вообще во всем Пхеньяне находится есть три вида машин. Это те, которые зарегистрированы на корпорации, и у них синие номера.
те, которые зарегистрированы на военных, у них черные номера, и те, которые зарегистрированы на правительство, у них белые номера. Просто так обычный человек, в общем-то, не может купить машину. Машины начинаются от 4000 долларов за автомобиль. Соответственно, купить самостоятельно и люди не могут ее в принципе. Редкие случаи, когда у обычных людей, ну, скажем так, людей из народа появляются машины, это когда они становятся, например, какими-нибудь популярными певцами, и тогда правительство дарит им эти машины. Ну, или, например, они очень там передовые трудовики. На крузаках и лексусах ездит, как правило, руководство. Это новый клан богатых северокорейцев, о которых расскажу позже. Обычные работники ездят на фаабах китайских и даже ладах приорах, и в основном по служебным нуждам. Если у тебя есть тачка, ты перец. Все знают, ни одна машина не уступит дорогу пешеходу даже на переходе, даже на самой парадной улице. Видите, они дожидаются, пока машина проедет, и только потом идут. За пределами столицы машин настолько мало, что местные ходят посередине автомобильных дорог, даже не оборачиваясь. Тут нормально перемещаться на лошадях или коровах. Но официальная версия, почему в стране мало машин, звучит вот так. Но все-таки государство не разрешает увеличить машины. Не разрешают увеличить машины? Да. Серьезно? Серьезно. Это чтобы пробок не было и чтобы да, дышалось, да, чтобы лучше. Чтобы людям было хорошо. Короче, если вы еще не поняли, Пхеньян лучший город на земле, потому что смотрите вы на него, едя вот по этой дороге. С одной стороны парки, с другой дома, и только в глубине начинается правда. Еще одно место, которое должно произвести впечатление на иностранцев, это чудо-супермаркет. Так, выглядит очень похож на такие, знаете, гипермаркеты, которые в Советском Союзе были у нас. Прямо на входе мне почему-то запрещают снимать. Люди упаковывают вашу сумку в чехол цвета хаки, военная ткань просто самая дешевая. Дальше полки, забитые под завязку. Цены, от которых в первую очередь лезут глаза на лоб. Молоко. $3 за пачку. Почти 200 рублей на наши деньги. Дело в том, что в стране очень мало коров. На фермах в основном быки, чтобы пахать, поэтому все едят сухое молоко. На нем же делают йогурты, сладости, мороженое. Короче, затестим. Северокорейское мороженое так выглядит. Оно со вкусом, знаете чего? Нет, не клубники какой-нибудь, ничего. Оно со вкусом кальция. Для тех, кто не знает, это и звездка, разведенный мел. Но зато витамины. Да, так себе. Такое чувство, что оно со вкусом кимчи. Но на самом деле оно, короче, просто очень водянистое и чувствуется, что в нем прям совсем мало сахара. Какой-то привкус такой древесный. Блин, может он древесный, потому что я с палочки ем, просто так попробую. Нет, все равно есть какой-то привкус, как будто чуть-чуть до дерева добавили. Дороже всего в супермаркете стоят иностранные продукты. Банка Нескафе стоит 97 600 северокорейских вон. Получается $12,2, 793 рубля. Зеленый чай 160 тысяч вон, $20, то есть 1300 рублей на наши деньги. Товары местного производства стоят в разы меньше. Пакет лапши быстрого приготовления, например, стоит $0,50. Но если берете местное, заранее предупредите об этом свои вкусовые рецепторы. В корейском супермаркете нет ни кока-колы, ни фанты, ни спрайта, как американских напитков, они запрещены, но есть местные аналоги. Вот, например, фанта стоит 1300 вон. Это 1/8, примерно $1/7. Но подождите аплодировать. Как обычно, в тот момент, когда я начал тестировать колу, появился человек рядом. Соответственно, я решил все-таки сохранить ее для того, чтобы записать вам совсем такие непредвзятые, скажем так, впечатления. Значит, отличается она тем, что, ну, во-первых, тут наклейка такая, видите, она вся какая-то ездящая, плавающая, но при этом есть QR-код. QR-код. QR-код есть. QR-код, куда он может вывезет, я понять не имею в стране, где нет интернета. Есть что-то отдаленно напоминающее Кока-Колу, но при этом еще каких-то куча всяких примесей, которые в общей своей массе напоминают, ну, разве что, я не знаю, ну, что-то такое машинное, типа масла. Машину. Супермаркет, куда нас привезли, так называемый Торксин, то есть магазин, рассчитанный
только на иностранцев и высокопоставленных местных чиновников. Часть товара доступна только местным. Нам, например, не продали вот этот красный блокнот, на котором по-корейски написано для учебных уроков. Но и корейцы сюда ходят далеко не самые обычные. Смотрите, перед входом в этот супермаркет дежурит мужичок в пиджаке и фуражке. Это фейс-контрольщик. Товарищ справа в черном и женщина в синей майке, сотрудники магазина, дают ему команду, кого отгонять от входа, и реально он идет и прогоняет простолюдинов, которые расселись на картах перед респектабельным, мать вашу, магазином. Обычные корейцы закупаются либо под мостами, это здесь аналог нашего в переходе. Вот женщины на велосипедах торгуют фруктами и овощами. Кстати, обратите внимание, каждая продает свое. Одна яблоки, вторая арбуз, третья лимоны, чтобы не конкурировать друг с другом. Вот сельские бабульки расставили в подворотне коробки, торгуют мороженым. Конечно, есть рынки. Лужи, неважно, мешки с рисом ставят прямо на землю. Тут, кстати, даже вояки приторговывают. Вот двое барыжат водорослями. В городах магазины для обычных корейцев выглядят вот так. Тупо черная дверь, как будто вход в техническое помещение, и надпись «Магазин продуктов». В некоторых местах и надписей никаких нет. Вот здесь нас завели в какой-то обычный подъезд обычного дома, и вот здесь вот какой-то совершенно неприметной двери, где нет никаких вывесок, естественно, там находится магазин только для местных. Напротив технического шкафа, рядом с пожарным шлангом, вход. На табличке номер телефона. Вызвонить продавца, если отошел или уснул. Живут сотрудники прямо здесь. У них тут и стиралка своя, и раковина, тут же душ принимают, вот лейка с шлангом подвешена. Спят дальше. Магазины для простых корейцев, как правило, находятся в спальных кварталах, рядом с домом, чтобы удобно было нести большие тюки с рисом. Часть продуктов северокорейцы до сих пор получают по карточкам. А талоны вам дают? Конечно, у нас есть, в каждой семье книжка есть. И по ней приходишь в магазин и просто, соответственно, да, дают... по месяцу мы получаем свое это продовольствие. Каждый месяц? Каждый То есть раз в месяц вы приходите, вы получаете там рис, что еще кроме риса? Рис есть, мясо есть, масло, паста есть, что еще есть? По праздникам мы получаем целый пакет от государства, печенье, конфеты и так далее. Еще продовольствие — это мыло, еще порошок, зубная паста и так далее. Ага. Белье. Белье даже? Да, белье, одежду в смысле? Одежду. То есть выдают какую? То есть прям какую-то, ну, как форму или как-то? Нет, просто основное. Не брюки, не штаны, а просто основные. То есть белье, трусы еще. Но для мальчиков галстуки есть. Но такое основные. А когда большое, это уже надо деньгами читать. То есть надо работать. Средняя зарплата в Пхеньяне, по данным пропаганды, $50 в месяц, а по данным сбежавших из Северной Кореи $5. Врут и те, и другие, поэтому предположим, что средний доход простого работяги в Северной Корее $20-30. Одна из немногих возможностей зарабатывать больше – получать разрешение на работу за границей. Подпольный магазин, который я показывал минуты раньше, мы сняли в северокорейском районе Китая. Чтобы разобраться, как вообще граждане социалистической страны смогли открыть частный магазин, да еще и за границей, нужно понять, что советская система, на самом деле, начала рушиться здесь еще в 90-е. Развал СССР привел к тому, что в Северную Корею перестала поступать нефть, уголь и все остальное по льготным ценам. Правительство Северной Кореи, которому пришлось расплачиваться за все валютой, которой не хватало, еще и по рыночным ценам, ничего не смогло сделать. Рацион из муки, кукурузы и картофеля, которые люди бесплатно получали от государства, сократился с 700 граммов сначала до 492, а потом для неработающих стариков и инвалидов до 180 граммов, то есть около половины граненого стакана в день. Тут еще и катастрофические наводнения в 95-м. Начался жуткий страшный голод, когда поймать крысу было счастьем. Началось людоедство. Улицы городов заполнились телами. По данным пропаганды погибло 10 тысяч человек. По данным иностранных организаций, работавших в стране от 1 до 3 миллионов. 15% населения. Женщины, осиротевшие дети пытались бежать из страны. Правительство стало удерживать людей самыми жуткими методами. My first public execution when I was 7 years old. The North Korean authorities want people live in a constant state of fear, so they force us to watch public executions
So sometimes the schools cancel the classes, so all the students could witness the public execution. Чтобы изолировать от общества тех, кто пытался бежать и подрывать веру в режим, была выстроена целая система наказания, которая фактически действует до сих пор. Приезжаем примерно 77 километров до Пхеньяна, мы приезжаем в место, которое называется лагерь номер 4. Полное название — лагерь политзаключенных Кэчхон. Всего в Северной Корее сегодня таких как минимум 6, где содержится от 80 до 120 тысяч политзаключенных. Вот лагеря, о которых есть информация. Хвирён находится примерно в 70 километрах от границы с Россией, около 300 охранников. По уголовным статьям сидят в основном за кражу еды, по политическим пытавшиеся сбежать в Китай. Хвасон, самый большой лагерь, находится в труднодоступном месте в горах, в долине реки Арангчон. Заключенных около 20 тысяч, в основном политзаключенные, антиреволюционеры и антипартийные элементы на пожизненном. Кэчхон, тот самый, что мы проезжали. Заключенные трудятся на текстильных фабриках, а также шахтах. Здесь сидела одна из знаменитых сбежавших из КНДР Ли Сун Ок. Она провела здесь 6 лет. По ее словам, она была свидетелем насильственных абортов, случаев изнасилования и еще очень много ужасов перечислила в своей книге. Лагерь Чунсан преимущественно женский и, по некоторым данным, уже закрыт. Сюда попадали за проституцию, воровство, попытки побега. Лагерь окружен огромными полями, где заключенные занимаются сельским хозяйством. Тюрьмы, как и места разработки ядерного оружия в Северной Корее, самые секретные объекты в стране. Разглядеть их можно разве что со спутника. Находятся они далеко в горах, вдали от населенных пунктов и угадываются по архитектуре построек. Вот, например, по периметру расставлены надзорные башни, вот одна из них крупно. На этих кадрах видно, как вооруженные военные следят за тем, как люди работают на огороде, а потом носят то камни, то бревна. Но где на самом деле были сняты эти кадры, выяснить невозможно. Не факт, что это вообще трудовой лагерь. О том, что происходит внутри, рассказывают только те, кто вышел на свободу и сбежал из Северной Кореи. Это Ким Хи Сук. С ней удалось поговорить в Сеуле, в Южной Корее. Меня забрали в лагерь, когда мне было только 13 лет, а вышло, когда мне было 41. Всю мою семью отправили в тюрьму. Некоторых отправили в горы, других распределили по трудовым лагерям. Все из-за одной ошибки моего деда. Он сбежал в Южную Корею во время Корейской войны. Да, в Северной Корее за преступления сажают не только преступника, но и его семью. Мужу и жене часто разрешают жить вместе. Для детей, рожденных в лагере, на территории есть школы. У нас были уроки по утрам. После обеда детей отправляли толкать тележки в угольных шахтах. Лагеря в Северной Корее разделены на две зоны. Зона абсолютного контроля для тех, кто осужден пожизненно, и зона революционизации. Любопытно, что в зоне абсолютного контроля полностью отсутствуют идеологические занятия, а также портреты северокорейских лидеров. Заключенные считаются неисправимыми и, следовательно, недостойными приобщения к идеологии КНДР. При этом во всех остальных местах, городские площади, вокзалы, школы, портреты лидеров обязательны. Например, в метро они прикрывают таблички, на которых написано, что эти вагоны были произведены в Германии. Власти предпочитают сообщать людям, что это местное производство, но на самом деле это модель вагона БВГ класс Д производства Западной Германии. Культ личности лидера Ким Ир Сена начал строиться через год после образования страны и по сей день остается главным столпом северокорейской идеологии. Здесь даже летоисчисление свое, оно идет с года рождения Ким Ир Сена. Формально здесь сейчас не 2019 год. То есть это календарь 108 год от создания идей Чучхе. Формально считается, что главная идеология в стране называется Чучхе. Смысл этих идей в том, что человек хозяин всего, он решает все. Звучит очень разумно, вроде надо быть самостоятельным, ни от кого не зависеть, но на практике эти идеи просто оправдывают абсолютную закрытость страны, фактически делают лидеров божествами. Сегодня этих лидеров уже 3. Ким Ир Сен, его сын Ким Чен Ир и его сын Ким Чен Ын. Просто так их имена произносить нельзя, надо говорить уважаемый маршал Ким Чен Ын, а Ким Ир Сен вообще солнце нации. Про вождей реально пишут в газетах, что они всесильны настолько, что предсказывают погоду. И только попробуйте сложить эту газету, как мы привыкли. На ней всегда фото вождя, и упаси Господь вас согнуть ее на лице лидера. У меня, в общем-то, довольно некультурно получилось, но я даже не знаю, как это культурно, наверное, только там совсем.
совсем не сворачивать. Религия в стране долго была запрещена и до сих пор не приветствуется. Если у корейцев найдут Библию, это тюремный лагерь. Здесь так и говорят, Бог не помогает, но если прийти к статуе лидера и принести цветы, в жизнь придет удача. Первое место, куда привозят всех иностранцев, 25-метровые статуи вождей. Вождь – это отец страны, не так ли? Конечно. Да. Когда мне тяжело было, да, только я один раз был. Просто хотела здесь посетить, и у нас наши вожди, он не просто объяснил нашу страну, преодолевая всякие препятствия, трудности, он это освободил нашу, то есть он нашел нашу страну. Но смотрю на нашего вождя, как вождь, я буду все преодолеть, я стану крепким, просто про себя я себя закаляю. Это да. успокаивает, успокаивает, да? Это вам приходится, условно. Да. По пути надо обязательно купить букет цветов, и это единственное место, где мне продали живые цветы. Когда потом будем дарить букеты детям или еще кому, везде будут давать букет искусственных, а после дарения возвращать на прилавок. Для поклона вождям есть специальное правило. Мы вдвоем стоим? Мы стоим. Выстраиваемся в ряд на одинаковом расстоянии и одновременно по команде опускаемся и стоим скрюченные минимум 5 секунд. Когда тебя ведут увидеть самого вождя, правил еще больше. Для того, чтобы попасть в дворец, где по-прежнему лежат бальзамированные тела великих вождей, нужно, во-первых, очень торжественно одеться, об этом говорят заранее. Во-вторых, дальше, соответственно, ты приходишь, вас выставляют шеренгами по 4 человека, соответственно, корейцы выставляют еще и по росту. Вот, сдать нужно абсолютно все, вплоть до того, что вот у меня вытащили какую-то бумажку, просто вот, таблетка осталась, вывалилась из этого. Из пачки. Короче, нет, с таблеткой тоже нельзя проходить. Дальше, соответственно, нужно идти, застегнуться на все пуговицы абсолютно. А дальше и нельзя идти так, чтобы руки были за спиной. Руки должны быть только спереди или по бокам. Соответственно, около каждого тела нужно поклониться 3 раза. 1 раз со стороны ног, 1 раз с левой стороны, 1 раз с правой. А потом, значит, перемещаясь между всеми этими объектами, стоят люди, которые показывают реально, с какой стороны, какую колонну ходить. Вот, то есть при этом это вооруженные люди стоят, то есть это местное ФСО. Да, и это не экскурсия, это визит, потому что Ким Ир Сен живее всех живых. Фотографироваться на фоне статуи дворца нельзя, разведя руки слишком широко, чересчур улыбаясь. Если приехать с семьей, взяться за руки на снимке тоже нельзя. Если кто-то еще недостаточно убедился в том, какие вожди великие, экскурсия по музею подарков, которых им надарили за все время, это исправит. 4, часа вас водят по сотням кабинетов с этажа на этаж. Бесчисленные просто комнаты каждому лидеру, в каком году, какая страна дарила какой подарок, там, начиная от каких-то самолетов, заканчивая просто какой-то ерундой, типа ножиками, складными кружками, причем там не какими-то там типа этими амфорами, необычными кружками, такие же, как у нас там продаются там на рынке. Какая-то страна подарила крокодила, который держит поднос с бокалами. Бля, угораздило меня после экскурсии написать в пожелании, что он мне понравился больше всего. 100 вопросов. Почему крокодил? Что, он показался вам смешным? Нет, сказал я. Это ведь символ силы, которую КНДР не проявляет как агрессию. Правильно, ответили они. Да, еще очень много подарков из России. Там, короче, там одних только шкур медведя штук 10. От всяких, знаете, там типа Приморская какая-то областная дума, какой-то Уралвагонзавод, Хренмаш какой-то. Рассказывают какие-то детали мельчайшие просто. Там, сколько весит каждая вот статуя, которую подарили, сколько амфора весит. Там Сталин дарил ему машины, каждая машина сколько весит. Меня спросили, там, видел ли я когда-то подобные машины, а я их реально видел. Ну, там, в наших музеях. Они очень расстроились, потому что они говорят, в этом музее вы видите то, чего вы никогда до этого не видели. Ну, то есть, таким образом, в общем, создается, конечно, культ личности. Конечно, то есть, ребенок приходит, и у него абсолютное впечатление, что вождь он, что это великий вождь. Биография Ким Ир Сена по сей день один из важнейших школьных предметов. Северокорейские дети, у которых, кстати, нет 3-месячных каникул летом, июнь-июль учатся, отдыхают только в августе. После занятий ходят с патриотичными песнями по улицам. Знамя на землю ставить нельзя, парень держит древко на коленке. Одинаковая у северокорейских школьников не только форма, но и прически. Девочки все как одна с каре. Таблички с лозунгами, плакатами и рисунками, выражающие благодарность верховному лидеру, находятся даже в детских садах, там, где дети еще только читать учатся. Тут норма.
норм разместить в детсаду изображение, где на американцев одновременно направлены и пики, и автомат. На уроках рисования рекомендуется изображать только те рисунки, которые могут порадовать верховного лидера. Вот, например, дети хвастаются рисунком Америки в огне. Ненависть к Соединенным Штатам детям прививают с малых лет. Одним из самых популярных мультфильмов 35 лет был «Бурундук и ежик», где американцы представлены в роли злодеев-волков. В школе абсолютно все дети проходят через музей, где находится огромная выставка раскуроченной американской техники. Хранят так бережно, что реально протирают их каждый день уже на протяжении десятилетий. Вот это американские бомбы, которые они бросили во время войны. Как так техника сохранилась? То есть они как-то ухаживают? Ухаживаете, да, за ней? Очень забавный фильм о сволочах-американцах, чей корабль-шпион под названием «Пуэбло» поймали 50 лет назад, показывают практически всем. Зацените, какие слова подбирает официальная пропаганда. Предельно наглые, циничные империалисты Соединенных Штатов Америки всячески пытались валить из больной головы на здоровую. Те, которые столь нагло, надменно свирепствовали везде в мире, показывая пятки, даже не смея обернуться назад. Ненависть к западному миру таких масштабов, что они реально не знают практически никого из мировых звезд. Помните группу Beatles? Слышали Beatles такую группу? Нет. Не слышали? Майкл Джексон. Вам нравится песня какая-нибудь? Ну, конечно, нам это запрещено слушать американские музыки. Запрещено слушать американские? Только специалисты слушать. Ну, то есть музыканты, да? Да. Любопытно, что ненависть к США не помешала светочу страны Ким Чен Иру, отцу нынешнего лидера Ким Чен Ына, поставить на стол у себя в мобильном офисе MacBook Pro с 15-дюймовым экраном. Он до сих пор стоит в музее. Снимать это, разумеется, запрещено. В зонах отдыха, то есть на набережных, в парках расположено довольно много колонок, как вот это. Видите, специально даже с крышечкой накрыли от дождя. И вот таких громкоговорителей. Это делается для того, чтобы периодически, скажем так, общаться с народом, доносить до него важные идеи. Это одна из форм пропаганды, в общем. Машины с рупорами на крыше здесь ездят повсюду, транслируя партийные лозунги. Все необходимое, что нужно знать народу, каждый день показывают по телевизору. Корейские новости, особенно про лидеров, надо читать вот таким голосом. 경야는 최고 사령관 김정은 원수님께서는 567 군부대 관하 18호 수산 사업소를 현지 지도하셨습니다. Я специально перевел для вас некоторые формулировки. Ощущение, что это Петр с Екатериной новости писали. Все работники угодья активно восприняли передовой импульс руководителя, великого вождя Ким Чен Ира, впитав его глубоко в свое сердце. Товарищ Ким Чен Ын в соответствии со своим обещанием посетил детский сад. В данном детском саду дети не испытывают никаких неудобств и лишений, и впредь будет так, сказал руководитель. Основных телеканалов в Северной Корее вообще всего 2, причем один из них начинает работать только с 7 вечера, а второй вообще работает только по воскресеньям. Это вот вообще китайский, он показывает только в гостиницах. А вот в остальное время, вот кроме тех, что я назвал, корейские каналы, северокорейские каналы выглядят вот так. А что касается международных новостей, то их показывают ровно один раз в неделю по воскресеньям. Вот. Что меня поразило, вот международные новости вроде показывают, и я вот тут встретил одну местную, соответственно, кореянку. Она, например, знает историю про Скрипалей, про отравление Скрипалей. А при этом она же сказала, что она мечтает поехать в Чехословакию и в ГДР. То есть вы представляете? Меня просто спросил, как они вообще могут знать историю про Скрипалей, Баширов и Петров, помните, да, вот эти, наш путь посмотреть. И, соответственно, не знают о том, что уже десятки лет в мире не существует ни Чехословакии, ни ГДР. История о развале социалистических режимов в пропаганде не на руку. Пропаганда КНДР — это еще один важнейший столб государственности, на который тратятся безумные, колоссальные, баснословные деньги. Чего стоит одно только танцевальное шоу, которое по уровню подготовки реально не уступит церемонии открытия ни одной Олимпиаде. Ну уж простите, что из туалета, но, честно говоря, тут просто неоткуда больше записать. Только великий лидер — это тоже победа. И там так это показано, что, знаете, что типа вот... Простите за эти звуки. Я попытаюсь их вырезать. Так вот. Значит, это только социализм — это победа. И только он может привести к чему? Там это очень интересно показано. К тому, что будут расти картошка, будет помидоры, будет великое будущее.
А еще был очень важный момент, то что, соответственно, если лидеры будут довольны, то всегда будет большой урожай. Проходит в летнее время это шоу каждый божий день. Блять, в какой-то момент просто мне сказали, что тут неожиданно появился, блядь, журналист русский ТАСС. И вероятность того, что он меня узнает, блядь, ну, честно вам скажу, очень высока. Я просто понимаю, что если меня просто сейчас узнают, и мне просто конкретно пиздец, я не уеду отсюда. В следующем выпуске я покажу, как я в женских очках прятался от русских журналистов и как я решил попробовать убежать от сопровождающего. Расстояние 2 метра. Из разговора с выпившими корейцами узнаем, сколько они зарабатывают, а еще я переведу с корейского их разговорчики между собой. Там очень много интересного. Парни не знали, что я их когда-то пойму. Сколько? Блин, чего сказать-то этим сукиным детям? Покажу и расскажу, почему Северная Корея уже давно не социалистическая страна, и откуда здесь взялись богатые корейцы, покупающие женам сумки Барбари, и, кстати, покупающие те самые пустующие квартиры в квартале профессоров. Поэтому они и пустуют. Предложения много, покупателей пока не очень. Самой большой популярностью здесь пользуются квартиры до 5-го этажа, потому что просто периодически электричество пропадает, пешком не хуячить на 23-й этаж. А также я побываю на границе Северной Кореи с Россией. Поговорю с теми, кто не просто видел, а кто ловил корейских перебежчиков. Где-то от своих сбежал, мы его там ловили везде. Так, друзья, вот это богатство, которое мы будем сегодня все разыгрывать. Прежде чем я, значит, расскажу, как все это выиграть и подписаться на мой инстаграм, просто ради интереса решил затестить тот самый порошковый чай, который вот я намутил в том самом супермаркете. Реально порошковый. Представляете, обычный порошок, вот как будто смекту себе какую-то насыпаешь. Такое ощущение. По запаху не смекты, я не знаю, мне кажется, прах людей так пахнет примерно. Реально. Все больше праха людей становится. Жуткий запах. Блядь, редкостная вообще дрянь. Просто это смекта, которую топтали пыльными тапочками. Примерно такой вкус. Так вот, что мы сегодня разыгрываем? Значит, 5000-ную банкноту. Это 5000 вон, реальные северокорейские деньги. Я смог выменить их на кое-что, что я мне расскажу, что я отдал взамен. Значит, по текстуре бумажка, она похожа примерно... Вот у нас раньше червонцы, 10-рублевые бумажки были. Вот примерно такого же качества эта бумага. Также разыграем вот эту прекрасную настоечку. 700 миллилитров. Тут, кстати, тоже есть QR-код. Пожалуйста, переходите. Значит, знакомьтесь с нанотехнологиями производства Северной Кореи. И вот этот крутейший плакат, конечно, тоже обязательно разыграем. Он, кстати, ручной работы. Это Ким Ир Сен, взлетающая ракета. Возможно, она в кадр не вошла. Вот сейчас подвину, вот видно. Это, кстати, ручная работа. Его нарисовал этот плакат художник. Я его встретил в демилитаризованной зоне на границе Северной и Южной Кореи. И что нужно сделать? Во-первых, вы знаете, конечно, о том, что Северная Корея периодически радует всех, весь мир тем, что она запускает в мир ракеты, проводит всякие ядерные испытания. Это всегда breaking news, просто топ-новость вообще по всем сайтам. Ваша задача угадать, в какой день Ким Чен Ын в следующий раз запустит ракету. То есть конкретную дату нужно указать. Варианты ответа нужно оставлять не здесь, не в YouTube комментариях, а в моем инстаграме. Да, я хочу просто, чтобы вы подписались на инстаграм, именно поэтому я затеял всю вот эту схему. Но подарки отдам честно, что привез, себе нет, от сердца отрываю. Вот такой будет типа обмен у нас. Так вот, под моим постом, где я буду, соответственно, в этой форме, и написано «Принимаем заявки», нужно писать свои заявки. Я оставлю, конечно, ссылку в описании на мой инстаграм, на конкретный пост, под которым нужно писать комментарии, варианты ответа, когда Северная Корея в следующий раз запустит какую-нибудь ракету в воздух. Призы получат первые 3 человека, которые назовут ту самую дату. И подписывайтесь на канал прямо сейчас. Конечно же, будет вторая серия, в которой будет крутейшее, на мой взгляд, мне повезло, расследование на предмет вот тех ребят в купе, с которыми мы выпивали. Очень прикольная штука там вскроется, не буду пока все выдавать. Простите меня, что все не так быстро происходит, как вам бы хотелось. Те люди, которые пишут мне в комментарии о том, что я редкостная засранец, потому что очень долго все делаю, это все я, но я вот так делал. Простите меня и поймите. И подпишитесь на мой канал.